Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о том, что категорически нельзя хранить дома. Эти запреты очень важны, потому что именно это вытягивает энергетику из вашего дома, энергетику созидания, изобилия, финансового благополучия и достатка. Поэтому обратите внимание именно на это видео и досмотрите это видео до конца. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Многие из нас проводят дома или в квартире огромную часть своей жизни. И многие даже об этом не задумываются. Но если мы проанализируем, то мы поймем, что да, действительно, огромную часть своей жизни мы проводим как дома, так же и на работе. Дома мы с вами спим. Мы с вами отдыхаем, мы принимаем гостей и зачастую, особенно в последнее время, в связи с теми событиями, которые происходят в мире, мы с вами работаем. Кроме того, мы с вами дома убираем, делаем перестановку. И, конечно же, мы все с вами стараемся создать правильную атмосферу. И для того, чтобы наш дом или наша квартира благоухала. Но есть очень важные запреты касательно того, что же нельзя хранить дома. Вы знаете, есть множество предметов, вещей, которые портят энергетический фон в нашем доме. Потому что вы должны понимать, что абсолютно любая вещь имеет свое предназначение. Некоторые вещи в нашем доме могут действовать как магниты, но не притягивать позитивную энергию, не притягивать энергию созидания, а притягивать именно негатив. И в большинстве случаев люди просто не понимают, почему, например, стали плохо высыпаться, неважно себя чувствуют, почему у них, например, болит голова, почему их преследуют неудачи. Негативные вещи, они способны даже стать причиной раздора между влюбленными людьми, между родителями, детьми, братьями и сестрами. Так все же, что же нельзя хранить дома? Сперва-наперво это старую обувь. Особенно это касается домашних тапочек, потому что именно домашние тапочки накапливают отрицательную энергетику, которая не дает позитивной энергетике нормально циркулировать по дому. Пространство в доме должно быть свободным от всего лишнего, поэтому не бойтесь освобождать место для новых вещей, выбрасывая хлам. Конечно, речь идет не о совсем старых предметах гардероба. Здесь мы имеем в виду рваные, грязные, непригодные для нормальной носки. Многие люди занимаются, к сожалению, складированием таких вещей, боясь расставаться с ними, с мыслью о том, что «а вдруг когда-то пригодится». Но нам нужно с вами научиться выбрасывать их. Вместе с ними вы будете и выбрасывать проблемы, плохое самочувствие и темные мысли. Если ваша старая обувь или одежда ухоженные, выглядят нормально, то все будет хорошо и в вашем доме, и в вашей жизни. Следующее, что не место в вашем доме, это зеркала. Мы здесь имеем в виду разбитые зеркала, потому что именно разбитое зеркало считается плохим и негативным предметом. И разбитые зеркала, к сожалению, притягивают беды, но не все это понимают. Дело в том, что разбитое зеркало, оно искажает позитивную энергию, превращая ее в темную. И даже в восточных традициях было принято избавляться от разбитых не только зеркал, но и от стекол. Ну а многие из нас держат разбитые зеркала на дачах, жалея денег на новые. Но вы должны понимать, что это в корне неверно. Еще хуже, когда даже целые зеркала висят перед входной дверью. Это нужно исправлять немедленно. Далее разбитая посуда. Мы неоднократно говорили о разбитой посуде, но вы должны понимать, что эффект разбитой посуды схож с разбитым зеркалом.
И даже говорят, знаете, есть такая поговорка, что трещина в посуде – это значит трещина во всем. И когда вы пользуетесь какими-то дефектными тарелками, кружками, то вы сами своими руками разрушаете свою удачу. И вы знаете, очень важно уделять внимание своей кухне и всему, что на ней есть. А вот посуда – это один из самых важных элементов на кухне. Поэтому незамедлительно выбрасывайте разбитую, треснувшую посуду. Не откладывайте на потом вынос мусора, потому что это чревато негативными последствиями, которыми никому не нужны. Следующее, что не нужно иметь в доме, это грязь, пыль и мусор. Вы знаете, если в вашем доме грязный пол или в вашей квартире, это очень плохая народная примета. Что же касается чистоты в доме, то на Востоке люди к этому относились всегда очень внимательно. Грязь на полу привлекает бедность, разрушает денежную удачу. Пыль же – это враг вашего здоровья, потому что она задерживает именно пыль обновления энергии. Пыль лучше протирать раз в 2 дня, а вот мусор не должен копиться ни в коем случае. Грязная посуда, если она есть, то она должна лежать именно в раковине. Мусорные пакеты нельзя копить и нельзя ставить их в входной двери. Ни снаружи, ни изнутри, потому что это блокирует все входы и выходы для положительной энергии. И очень часто мусор почему-то, особенно в многоквартирных домах, квартирах выставляют за дверь. Но это также неправильно. Убирайте его в отведенное место. И, пожалуйста, не складируйте. И мусор обязательно выбрасывайте вовремя. Далее сломанная техника и электроника. Многие люди не выбрасывают мобильные телефоны с разбитым экраном или вовсе не работающие гаджеты. Не копите все это, потому что электроника имеет свои особые минусы, если она не работает. Это касается особенно телевизоров, которые считаются, называются, вот знаете, вот телевизоры, само вот этот экран считается энергетическим порталом. И через технику циркулирует негатив. Но пока она работает, он остается внутри. Когда телефон, телевизор, планшет выходят из строя, то случается то, что называется блокировка энергетики. И всю накопленную негативную энергию это устройство начинает отдавать во внешний мир. Далее подарки от людей, которые вам не нравятся. Если вам преподнесли подарок, но человек вызывает только негатив у вас, то такая вещь обязательно будет для вас вещью-вампиром. Она будет высасывать энергию из вас и ваших близких людей, пока вы не избавитесь от нее. Поэтому продайте ее, выбросите, сделайте все, что угодно, но только вынесите ее за пределы своей квартиры или дома. Это очень опасно, потому что вы таким образом ставите себя под удар. Такие вещи лишают людей удачи, хорошего настроения и даже здоровья. Не исключено, что эта вещь будет действовать как проклятие или сглаз. Если это что-то маленькое и может гореть, то можно даже сжечь такой подарок для большей уверенности в том, что он не будет иметь власти над вами и не принесет другим людям какие-либо проблемы. Вот, друзья, это вот те предметы, основные предметы, которые не нужно иметь, хранить в своем доме.